Если вы фанат волшебного мира Гарри Поттера, то я точно знаю место, которое заставит вас прыгать от восторга, раз 300 сказать «О май гад» и фотографироваться, пока хватит сил. И я сейчас про музей Гарри Поттера неподалеку от Лондона. Короткая практическая инфа. Первое и самое главное. Билеты в музей Warner Bros. Нужно покупать как можно раньше, месяца за 3. Мы, например, с большим трудом в январе забронировали места на март. И второе. Музей находится не в Лондоне, а в Ливсдене. За полчаса до отправления нашего поезда в Ливсден. Мы поняли, что встали на час позже, чем нужно. Но мы едем в Ливсден. Ничто нас не остановит. И ничто не остановит меня от встречи с Гарри Поттером. Ехать до этого городка минут 25 на поезде из Лондона, а потом еще минут 15 на трансфере от ЖД-станции. Как вы выходите, видите везде вот такие автобусики и надписи. И промахнуться мимо остановки шаттлами невозможно, потому что стоит полиция и таких вот фанатов безалаберных, как мы, направляет в правильное русло. Как вы думаете, на каком автобусике мы поедем? На красном даблдекере или на царском, забрендированном, шикарном автобусе? To Warner Bros. Studio. С полностью залепленным Гарри Поттером всем. О май гад, о май гад. Рома, ты рад? Рад. Я счастлив просто. Гарри Поттер, это же все мое детство. Это же ни одной прочитанной книги, ни одного посмотренного до конца фильма. Ты смотрел все фильмы, не трынди. Я смотрел все фильмы вместе с тобой, да. Потому что ты меня просила, мы тогда начинали встречаться. Тот самый конь, самый грустный момент первой части Гарри Поттера. Потому что на нем сидел Рон. И, короче, его ударила королева, и он упал. И мы думаем, что он умер, но нет. Official паспорт. Гарри Поттер Citizen. Мультипаспорт. Там выезжаешь из страны такой, а что? Я вообще теперь не в вашей юрисдикции, я волшебник. Начало экскурсии просто шикарный перформанс. Вы, как настоящие первокурсники Хогвартса, заходите в большой зал через огромные двери. Это реальный зал, в котором проходили съемки всех фильмов о Гарри Поттере. Кстати, каменный пол был сделан 19 лет назад и выдержал все годы съемок и ни разу не менялся. Что еще есть в музее? Ну, проще сказать, чего там нет, потому что авторы фильмов очень бережно собирали все артефакты со съемок и поместили их в музей. Здесь и дары смерти за стеклом, ну, видимо, чтобы какой-нибудь яростный фанат не унес их домой, и зеркало желаний, и портрет полной дамы, и гостиная Гриффиндора. Ой, мы видим друг друга в зеркале желаний. Это так мило! Забавно, что спальня Гарри Поттера в Хогвартсе выглядит почти игрушечной. Но вообще это не удивительно, так как делали ее для 11-летних детишек. Поэтому в более поздних фильмах ребята в основном сидят на кроватях. Лечь уже не получится, потому что все очень сильно вымахали. Что еще есть в музее? Кабинет зелий, кабинет Дамблдора, даже часть ванной комнаты для старост, где к Гарри приставала Плакса Миртл. А еще есть часть кабинета Амбридж и вечеринка пожирателей смерти. Это пожиратели смерти? Да, Волан-де-Морт, Беllaтрис Лестрейдж, Нарцисса Малфой.
Но что меня особенно впечатлило, так это огромный макет Хогвартса. В фильмах его использовали для съемок особенно эффектных пролетов над замком. Масштаб декораций просто взрывает мозг. К примеру, Косая аллея – это настоящая улица с домами и магазинами. Это волшебная улица, Косая аллея, где можно купить все, где можно поехать в школу Хогвартс. Косая аллея. Вот русский перевод максимально убивает двусмысленность английского варианта Diagon Alley. Типа она диагональная, и еще и это и аллея. А запретный лес – это огромная декорация со светом, туманом, звуковым сопровождением, пауками, кентаврами и патронусами. Короче говоря, полный комплект. Короче, очень страшно, потому что запретный лес – это очень опасное место. Там может случиться все, что угодно, поэтому будь начеку. Запретный лесу. Вот сейчас будет Арагог, Акроманту. Вообще собака светится. Как ты говоришь, патронусы? Вот такие патронусы по Минску стоят. Там патронус зубра, патронус лося. Есть несколько интерактивных аттракционов. Можно полетать на метле или поучиться колдовать. Что будешь сейчас делать? Нужно сначала выбрать палочку, а потом ею махать. Я понимаю, что, конечно, это развлечение в среднем для детей 6-5 лет, но я просто в 6-5 лет не могла сюда попасть, к сожалению. Поэтому мне придется теперь. И я не стесняюсь этого. Нисколько. Дашечка, сколько тебе лет, напомни? Ну все, теперь ты воин. Короче, когда я упражнялась в магии, я убирала палочку, она меня убирала. Я сразу выбрала палочку Гермионы. Я уезжаю, Роман. До свидания. Гарри Поттер – это важная часть моего детства. Так уж вышло, что первую книгу я прочитала ровно в 11 лет и настолько прониклась историей о мальчике-волшебнике, что пронесла трепетное отношение к этой книге и во взрослую жизнь. Сейчас я привожу из всех поездок книги Гарри Поттера на разных языках, и каждая из них по-своему необычна. Но даже если вы не фанат книг о Гарри Поттере, в музее есть на что посмотреть и чему удивиться. Поэтому я изо всех сил рекомендую выделить время и сгонять в Ливсден, в музей-студии Warner Bros.